Вот еще вот такой островок цветочный. Ну, пока ремонт не закончен, у меня цветы стоят там, где придется. Ну, посмотрим, что у них здесь есть. Так, это фикус микрокарпа генсинг. Он у меня давно. Вот такой вот. Растет. Я его недавно пообрезала, прищипнула. Он дал много отросточков. Вот они там видно. Хочу сформировать какую-нибудь красивую шапочку ему. А то он вот с одной стороны вот такой плоский. Не видно. Вот так вот, короче, он выглядит. То есть непонятный. Хотелось бы какую-нибудь шапочку поровнее ему сделать. Кливия. Ни разу еще не цвела. Ей где-то чуть меньше, чем 1,5 года. Взяла ее деткой. Ну, растет. Не знаю, будет цвести, не будет. Тут новые листики дает активно. Тоже сейчас поставила ее на место, где она, наверное, и будет впоследствии стоять. Трогать ее не буду отсюда, потому что ей здесь все нравится. Пусть здесь стоит. Так, это недавнее мое приобретение. Замиокулкас. Красавчик. Увидела его у подруги и прямо влюбилась. Тут же нашла его, заказала себе. Вот. При пересадке отделила вот такие штуки. Причем они без клубеньков. Это просто я отрезала их от клубня. Решила поэкспериментировать и вырастить себе еще несколько замиокулкасов. Ну, процесс, конечно, это не быстрый. Посмотрим, что получится. Так, они уже месяца 2, наверное, у меня торчат в земле. Месяц назад я откапывала. Чуть-чуть вот этот. Не удержалась. Решила посмотреть, что там. Клубенька еще не было. Клубенька не было, но были корешочки. То есть, наверное, еще подожду месяцок и раскопаю. Посмотрю, что там. Интересно же. Красавец, очень нравится. Еще хочу черный. Очень хочу черный. Но сейчас, пока он у меня не на первом месте его приобретения, поскольку в приоритете приобретения немного других пока растений. Хочу сначала собрать все растения разных видов по одному, а потом уже приобретать разновидности тех, которые уже есть. Вот такие. Еще один очаг растений. Вот они пока стоят на таком вот столике самодельном. Потом здесь же, приблизительно в этом же месте, будет стоять цветочная стойка. И планирую, что большинство из которых вот здесь стоят, они будут стоять на этой стойке. Ну, посмотрим поближе, что здесь есть. Так, это алоказия Полли. Как я ее хотела. Ой, какая она красивая. Такие листики классные. Супер. Но она пришла не в очень удачном состоянии, так скажем. Не знаю, я ее пересадила. Что-то тут какой-то не очень плотный листик. Но он еще болеет у меня. Вот в процессе в дороге он погнулся. Погнулся. Но я решила попробовать его все-таки спасти. И сделала вот такую вот ему перевязку. Ну, растет. Уже, наверное, после этого недели 2-3 прошло. Лист по-прежнему живой. А я так уже поняла, что малейшее что-то не так этому растению.
И она начинает капризничать, потому что я вот уже потеряла 2 листочка по каким-то причинам, даже сама не поняла по каким. Вот здесь один из последних почему-то начал... А, вот здесь сейчас покажу. Вот было такое же пятно. Я обрезала вот так вот. Вот так вот обрезала, то есть осталось пол листа. Ну, думала, обрезала и обрезала, но подсохнет край, и все, будет дальше расти. Не тут-то было. Он зачах, этот листик, пожелтел, и я его отрезала. Вот, и остался у него вот такая вот. А, кстати, недавно совсем развернулась, пару дней назад. Еще до конца не развернулась даже. Вот тут изначально был уже отсохший кончик. Вот. Не знаю. А вот этот росточек, листик, вот он там застрял. Я вот не пойму, он вылазит или не вылазит. Он уже тоже долго в таком состоянии. И он поврежден. Изначально был уже поврежден. Вот тут видно. Вот тут видно. Вот тут, что поврежден. Вот. И вот он застрял и никак не хочет вылазить оттуда. Ну, вроде как по чуть-чуть лезет. Не так быстро, как я хотела. Потому что вот этот достаточно быстро открылся, вылез. Вот здесь у меня еще вот такое было, но оно при пересадке пересадку не пережил этот росточек, это луковичка. Жалко. Вот такое вот состояние. А, да, кстати, когда я его пересаживала, от него отделилось там несколько клубеньков. И я их посадила в тепличку. Поэкспериментируем, вырастут, не вырастут. Поставила его на теплый пол в туалете с подогревом. То есть где-то вычитала, что для клубеньков нужна тепличка и подогрев снизу. Ну, думаю, где я, возьму подогрев? Сначала думала на грелку поставить. Потом думаю, пол уже есть теплый. И поставила его на теплый пол. Вот так выглядит тепличка. Вот они там растут. Тут по 2 их. Тут вот виден сам клубенек торчит. А, вот второй, по-моему. Да, второй. Первый. Второй здесь. Не знаю, вырастет или нет что-то. И здесь тоже совсем маленький один. И один вот побольше тоже вот торчит. Терпениями, конечно, не отличаюсь, но будем ждать, что же делать. Итак, продолжаем дальше. Это кала, сорт Капитан Брунелло. Цвет такой оранжево-желтый, яркий должен быть. Но у меня она толком такого цветка не дала. В прошлом году она стояла на подоконнике на южном окне. Выпустила несколько цветочков, но они были бледные и такие как бы иссохшие сразу изначально. Наверное, ей слишком светло там было. Эухарис. Я его приобрела вместе с кливией, у подруги взяла в виде росточка где-то 1,5 года назад. Было 2 листика на клубеньке. Вот, вот эти 2 листика, точнее клубенек. Она у меня активно начала расти. Дала, получается, 1, 2 детку. Потом выпустила вот совсем вот тут, вот совсем вот тут маленькую, короче, вот такую, что у нее даже листики толком
Вот не выросли. Вот такой совсем маленький, вот для сравнения. А? Лист. И этому листу, ну, месяца 4, наверное, если не 5. То есть вот, что это? И вот на этом она у меня остановилась в росте. И вот недавно я переставила ее на это место. А, еще побрызгала, ну не знаю, может быть, это дало какой-то эффект, водой с перекисью водорода. И буквально недели через 2 после этого всего она синхронно выпустила сразу из 3 луковичек 3 листика. Вот они сейчас такие. Огромные, красивые, плотненькие. И чуть позже, ну, соответственно, вот из этого недодетки тоже вот растет листик. Не знаю, может быть, смена места, может быть, перекись водорода, может быть, и то, и другое. А может, просто пришло время ей начать расти дальше. Не цвела еще у меня, не цвел, точнее, эухарис, не цвел еще. Хотелось бы, такие цветы у него красивые. Хочу цветочек. Ну, вроде как прочитала, что они цветут только на 2-3 год. Долго. Так, здесь у меня бедолаги, сансевьери, щучий хвост. Мне больше нравится название щучий хвост. Всегда с детства хотела это растение. Заказала себе. Но он хоть такое как бы плотное растение, но вот дорогу оно плохо пережило. И я еще поставила его на карантин. Неделю или 2 она стояла. Потом что-то меня вот дернуло, думаю, дай пересажу все-таки. Ну, руки чешутся, нетерпеливая я. И вот хорошо, что я залезла его пересаживать. У него были... Точнее, он почти остался без корней, начал подгнивать. У одного, их было 4 росточка. У одного вообще корней не было. То есть они поотвалились все. Очень жаль будет, если не выживет. Такая прелесть. Вот решила их разделить. Хочу много. Хочу щучьих хвостов. Надеюсь, выживут. Красивый такой. Красивый. С детства хотела его. Именно большой. Правда, я хотела без вот этих желтых полос. Но почему-то с желтыми полосами стоил дешевле. Причем так существенно, чем просто зеленый. Но я думаю, потом, если приживется, я от него отрежу листик, укореню его. И говорят, что при таком методе вот этих желтых полосочек потом они, ну, их вырождается. В общем, не передается эта полоса при таком методе размножения. И вот я хочу зеленый, просто зеленый. Ну, пока вот так. Так, следующий. Каратон. По-моему, Нервия сорт. Вот такой вот он. Вот эти вот, которые листики, это типа меньше. Такие. Вот они вот такие странные. Это последние магазинные, так скажем. И я с дуру поставила его на южное окно. И он у меня вот, как бы они вот не в таком не очень виде, как мне кажется. И они, видимо, перестали расти с перепугу. Может быть, то, что место проживания сменилось. То есть они остались маленькими. Ну, и вот еще повреждение. Вот это вот он такой вот был изначально. То есть я уже его принесла. А когда выбирала в магазине, рядом стояли все заражены паутинным клещом, а он один стоял чистенький. Но я его все равно, конечно, дома обработала. Вот. Такой поврежденный листик. А вот эти зелененькие, это уже мои. Вот такой вот тоже поврежден. Вот не знаю, что-то с ним случилось такое. Из-за чего вообще? Может, перелила.
Вот, опрыскиваю его 2 раза в день. Красота. Вот пятнышко такое симпатичное, желтенькое. Заказала себе еще один кротон. Скоро должен прийти, надеюсь. Вот тут уже видно, начала проявляться розовый цвет. Уже меняет. Но сейчас он стоит не так близко к окну, конечно. Посмотрим, будет он менять. Мне вот нравится вот такая расцветка. То есть, чтобы был и зеленый, и розовый. Вот такая, где-то, может, еще получше листики найти. Нет, больше нету. Видимо, они все у меня почернели. Да, конечно, тоже красиво, когда темный. Но вот мне почему-то вот такой нравится. Он что-то вот зеленый, что он какой-то в пыли. Надо протереть, наверное. Вот. Столбик я тут поставила. Пытаюсь его, он был изначально... Изначально, ну, рос в одну сторону, так скажем. Я пытаюсь его сейчас выровнять, чтобы он, ствол у него выровнялся. Поставила вот такую палочку. Вот. Хочу, чтобы он рос ровно, потом его обрезать, чтобы он ветвился. Там пока вот опять приостановился, чего-то выжидает. Что-то так активно начал листики тоже выдавать, а сейчас вот пока нет. Это вот последний выдал, маленький. Так, огромный лист. Вот магазинный и мой. Разница очевидна. Хорошо ему, значит, он меня нравится.